Первый звонок Белла. В 1876 году Александр Белл запомнился не только своим изобретением, но и первым в истории телефонным звонком, который состоялся 10 марта. Белл произнес: «Господин Ватсон, подойдите, я хочу вас видеть». И его ассистент Томас Ватсон услышал это послание, хотя находился в другой комнате. Это событие стало началом революции в коммуникациях. Интересно, что Белл, профессор физиологии и специалист по акустике, стремился улучшать жизнь людей с нарушениями слуха, что вдохновило его работать над передачей звука. Но он был не одинок в своих стремлениях. Другие изобретатели, такие как Антонио Меучи и Элайша Грей, также пытались создать устройство для передачи голоса. Меучи подал заявку на патент еще в 1871 году, но сложные обстоятельства помешали ему продлить ее. В итоге Белл опередил Грея всего на 2 часа 14 февраля 1876 года, получив патент первым. Задолго до этого немецкий ученый Иоганн Филипп Рейс работал над передачей звука на расстояние, но его устройство, созданное в 60-х годах 19 века, не могло передавать голос ясно и воспринималось как техническая игрушка. Но именно Белл сумел превратить идеи в реальность, и его телефон стал началом коммуникационной революции. Его изобретение вскоре получило публичное признание, и Белл активно демонстрировал его возможности, что закрепило его в истории. Но была еще одна, менее известная сторона этой истории. Борьба за патенты и права на изобретение превратились в многолетний правовой баттл, который не утих даже после смерти Антонио Меучи. Оказалось, что в мире научных открытий ничто не дается без борьбы, и каждый шаг вперед окутан интригами и неожиданными поворотами. Что, если мы раскроем больше о тех, кто шел по пятам за Беллом, и как их амбиции создавали напряжение в научных кругах конца 19 века? Неожиданные конкуренты. В истории изобретения телефона скрывается множество интригующих деталей, которые редко попадают на поверхность. Представьте себе, Александр Белл не был единственным, кто стремился к созданию устройства, способного передавать голос. Патент, который стал революционным для мира, был получен им 7 марта 1876 года. Однако не менее увлекательная история Антонио Меучи, итальянского изобретателя, который еще в 1860 году создал прототип телефона. К сожалению, бедность и невозможность пролонгации предварительного патента помешали ему завершить процесс оформления прав. Меучи умер в 1887 году, не дождавшись признания, но спустя годы Конгресс США официально признал его заслуги, назвав настоящим первоизобретателем. Тем временем Канада поддерживает приоритет Белла как родоначальника коммунальной революции. Элайша Грей вступил в эту гонку патентных прав тем же февральским днем 1876 года, когда и Белл подал заявку. Белл опередил Грея всего на несколько часов, завоевав ключевые права на изобретение. Тем не менее, Грей отказался от дальнейших разбирательств, оставив Белла на передовой пионером телефона. Белл рекламировал свое устройство как говорящий телеграф, в то время как его ближайший помощник Томас Ватсон добавил к первичному аппарату звонок в 1878 году, усовершенствовав функциональность. Не стоит забывать, что в первые годы радиус действия телефона Белла был менее 500 метров. На содействие Беллу пришла и Western Union, оказав значительную поддержку. Эти истории лишь части ледяной горы, заключенной в патентных и научных сражениях. Интересно, где еще скрываются подобные признания и какие неизвестные герои остались в тени? Постепенно мы будем раскрывать их вклад в развитие телефонной связи. Опасные испытания. История первых телефонов полна удивительных фактов и невероятных трудностей, с которыми столкнулись изобретатели и пользователи. Александр Белл смог первым запатентовать телефон в 1876 году, но это было только началом пути. Первые телефоны страдали от проблемы передачи голоса. Низкое качество звука угольных микрофонов требовало значительных улучшений. Это не раз приводило к непониманию или уклончивому отношению к новой технологии, учитывая, что радиус действия первых телефонов составлял не более 1500 футов. Кроме того, прокладка телефонных линий в быстро растущих городах конца 19 века стала настоящим испытанием. Необходимость устанавливать громоздкие деревянные столбы и прокладывать кабели через густо населенные кварталы встречала сопротивление и сомнения у горожан. Несмотря на очевидные сложности, упорная работа инженеров позволила улучшить качество связи и продолжать расширение сети. Со временем общество стало отказываться от скептицизма, и телефоны вошли в повседневную жизнь. Интересно, как усилия отдельных людей способствовали продвижению телефонной революции, открывая новые горизонты для общения и связи. Словно преодолевая кажущееся невозможным, изобретатели и инженеры продолжали разрабатывать усовершенствования, что на каждом этапе приблизило нас к сегодняшнему миру цифровых технологий.
Впереди всегда есть место для смелых идей и решительных действий, и именно этот дух привел нас к эпохе, где телефонная связь стала одной из основ жизни. Как же шаг за шагом удалось скромной идее превратиться в нечто настолько масштабное и значительное? Тревожные слухи. Телефон — изобретение 19 века, но его путь к признанию не был устлан только восторгом и аплодисментами. В те времена страхи и слухи вокруг новых технологий были обычным делом, особенно в сельской местности. Этот незнакомый аппарат вызывал у многих опасения. Среди популярных мифов ходили слухи о возможности передачи мыслей телефоном, хотя в этом и не было ни капли научной основы. Это было всего лишь суеверие, подкрепленное отсутствием понимания принципов электросвязи. Неудивительно, что странные электрические разряды и шумы, возникавшие в первых опытах с устройствами, лишь подтверждали людям их страхи. Аппараты, на тот момент достаточно примитивные и несовершенные, часто давали сбои, особенно в отдаленных районах. В результате довольно долго сохранялась атмосфера недоверия, а внедрение телефонов в этих местах происходило позже. Здесь не стоит забывать о множестве изобретателей, которые сыграли свою роль в появлении телефона. Итальянец Антонио Меучи продемонстрировал свое устройство в 1871 году, а немецкий профессор Иоганн Филипп Рейс создал прототип в 60-х годах 19 века. И хотя Александр Белл в 1876 году запатентовал устройство, которое стало успешным и популярным, история телефона неразрывно связана со многими именами и патентными баталиями. Несмотря на мифы и скептицизм, которые окружали телефон, сторонники изобретения, включая самого Белла, продолжали демонстрировать эффективность и возможности этой новой технологии. Фактически повсеместное внедрение телефона стало триумфом для науки и техники, побеждая страхи и открывая двери новому уровню коммуникации. Конкуренция между изобретателями и фирмами была реальной и порой ожесточенной, иногда доходя до судебных разбирательств. Белл часто оказывался в центре патентных споров, например, с Меучи и Western Union, однако сила технологии и настойчивость ее приверженцев сделали свое дело. И хотя путь был тернист, телефон поражал воображение и готов был изменить мир, продолжая свое победное шествие. Кажется, именно в этот момент история делает новый виток. Патентные войны. Патентные войны вокруг изобретения телефона — это история, полная драматизма и неожиданных поворотов. 7 марта 1876 года Александр Белл получил патент на метод и аппарат для передачи голосовых и иных звуков телеграфическим способом. Именно эта дата стала отправной точкой серьезных юридических баталий. Вначале крупнейшая телеграфная компания Western Union не восприняла телефон всерьез и отказалась от предложения Белла по покупке патента за $100 000 в 1878 году. Однако, осознавая потенциал технологии, компания вскоре попыталась обойти Белла, пытаясь развивать собственные модели телефонов, что вызвало напряженные судебные разбирательства. Элайша Грей подал заявку на патент в тот же день, что и Белл, что породило споры о приоритете изобретения. Несмотря на это, ключевые решения все же поддержали приоритет Белла, подтвердив его патент. Это было решающим моментом, так как подобные судебные разбирательства могли кардинально изменить рынок связи. Судебные тяжбы с участием таких изобретателей, как Антонио Меучи, также добавили остроты моменту. Меучи попытался доказать, что его прототипы, созданные раньше, претендуют на первенство, однако юридическое признание никогда не было получено из-за финансовых трудностей и нехватки доказательств. Белла активно поддерживали влиятельные бизнесмены, и создание American Bell Telephone Company стало мощным фактором успеха. Эта поддержка сыграла ключевую роль в подавлении конкурентных претензий и дальнейшей коммерциализации изобретения. Интересно, как скепсис Western Union превратился в признание, что символизировалось заключением соглашения с Bell Telephone Company в 1879 году. Это остановило судебные споры, прозвучав как признание победы Белла. Подобные шаги не только сохранили патент, но и укрепили позиции телефона на рынке, готового изменить мир связи. Четко видно, как хорошо продуманная бизнес-стратегия и обширная поддержка перенесли изобретение из области науки в сферу огромных рыночных достижений, и на горизонте скрываются новые вызовы. Телефонная революция. На рубеже 19 и 20 веков мир начал меняться благодаря телефонной революции 1882 года. В Москве появилась первая телефонная станция, знаменуя начало массовой телефонизации в России. Именно тогда телефон стал не просто диковинкой, но необходимостью. Вспомните, как телефонная сеть стремительно расширялась, связав к 1898 году Петербург и Москву магистральной линией длиной около 660 километров. Эта линия впечатляла своими масштабами, будучи одной из крупнейших в Европе и четвертой в мире.
Важно отметить, что преимущество телефона над телеграфом заключалось в скорости и возможности непосредственного общения. Это дало бизнесменам возможность решать насущные вопросы практически мгновенно, что привело к значительному усилению связи между городами. Однако, как и везде, телекоммуникации в России сталкивались с сопротивлением, особенно в провинции, где телефоны появлялись заметно позже, чем в городах. Тем не менее, их влияние на существующее общество было глубоким. Люди, ранее лишенные возможности быстро обмениваться информацией, обрели новый динамичный канал связи, что значительно укрепило внутреннюю социальную инфраструктуру. Телефонизация привела к трансформации восприятия времени и расстояния. Появление телефонной связи ускорило процессы, ранее ограниченные письменной корреспонденцией. Моментальные разговоры открыли то, что прежде казалось невозможным. Это была лишь первая ступень на пути к глубоким переменам в информационной сфере. Интересно, какие следующие шаги подготовило будущее и как изменится мир с развитием этой технологии. С каждым новым изобретением наша глобальная коммуникация все быстрее преображается, прокладывая путь для еще более удивительных открытий. Неизвестные герои. Когда мы говорим об изобретении телефона, чаще всего на ум приходит имя Александра Белла. Однако история этого удивительного устройства сложнее, чем кажется на первый взгляд. Среди тех, кто внес огромный вклад, стоит сразу же упомянуть Эмиля Берлина. В 1877 году именно он предложил заменить жидкостный передатчик на угольный микрофон, что существенно улучшило качество звука. Этот шаг стал поворотным моментом в эволюции телефона. Однако угольный микрофон все еще страдал от недостатков, и Томас Эдисон предложил свои улучшения, добавив угольный порошок вместо мембран. Этот шаг сделал микрофон более надежным и практичным, что сыграло ключевую роль в последующем распространении телефонов. Возвращаясь в историю, важно отметить вклад Гертруды Эллиот, которая работала над совершенствованием коммутаторов. В компании Western Electric она стала одной из женщин, чья работа помогла внедрить технологию в повседневную жизнь, хотя ее имя не так часто вспоминается, когда говорят о важнейших технических революциях. Эти искренние и решительные люди — настоящие архитекторы будущего, оставившие свой след в мире связи. Их усилия создавали фундамент для более сложных и современных технологий, которые современные пользователи принимают как данность. Итак, история телефона — это, безусловно, коллективный успех, объединяющий беззаветный труд и необычные идеи многих недооцененных, но самоотверженных индивидуумов. Интересно, как истории некоторых других изобретений также могут скрывать загадочные и неизвестные страницы, которые ждут только своего раскрытия. Впереди еще так много удивительного, ведь даже один шаг в сторону истории способен раскрыть целые главы, которые изменят наше понимание привычного. Эволюция устройства. История телефона начинается с патента на усовершенствованную модель телеграфа Александра Белла, который он получил в 1876 году. Этот аппарат был скорее многообещающим прототипом, требующим дальнейшей доработки и исследований. В то время как патентные споры оставались актуальными, Белл и его конкуренты, такие как Антонио Миучи, сделали важные шаги в мире телекоммуникаций. Первые роторные дисковые телефоны появились в начале 20 века. Они использовали поворотный механизм для набора номеров. Это стало первым шагом к массовому внедрению телефонной связи. В 70-х годах кнопочные телефоны стали вытеснять дисковые модели, что вкупе с переходом к цифровым технологиям революционизировало использование телефонов в быту. Сотовые телефоны увидели свет в 80-х годах и быстро захватили воображение общества. Однако в самом начале они были громоздкими и дорогими, доступными только немногим. Лишь к 90-м годам устройства стали компактнее и более доступны. Эти преобразования ведут к сегодняшним многофункциональным смартфонам, которые мы все привыкли держать в руках. Эволюция телефона — это история постоянных изменений, стремление к улучшению и доступности связи для всех и каждого. Это не только цепочка технологических достижений, но и одно из самых значимых социально-коммуникационных преобразований. Каждый шаг вперед, от первых прототипов к современным смартфонам, отражает наше стремление улучшать качество жизни и связи. Интересно, какая новая инновация может перевернуть наше понимание общения в ближайшем будущем? Ведь каждый виток истории открывает перед нами мир возможностей. Телефон в современности. Когда вы в последний раз пользовались телефоном не для звонка, а, например, для навигации или отправки электронной почты? Невероятно, как далеко мы ушли с тех пор, как Александр Грэхэм Белл получил свой знаменитый патент в 1876 году. В тот же день и Элайша Грей подал свою заявку, но именно Белл вошел в историю как изобретатель телефона. Эти события положили начало битве за технологическое преимущество, но мы знаем Белла как признанного первооткрывателя. Переходя к эпохе мобильной связи, стоит вспомнить 1973 год, когда Мартин Купер из Motorola сделал первый в мире звонок с портативного мобильного телефона. Этот исторический шаг ознаменовал новую эру. Почти через 10 лет Motorola выпустила коммерчески успешный мобильный телефон Dynatac.
Перемещаемся в 1994, когда появился первый коммерческий смартфон IBM Simon. Этот девайс включал календарь, почту и так далее, становясь предшественником современных устройств, которыми мы пользуемся теперь. Сегодня смартфоны объединяют множество функций, от вычислений и фотографий до видеоконференций и онлайн-банкинга. Они изменили не только способы, но и качество общения, сделали его мгновенным и глобальным. С такими мощными возможностями смартфоны оказывают значительное влияние на все сферы жизни, экономику, культуру и даже политику, позволяя мгновенно организовывать акции и движения по всему миру. Вот так из тихого лабораторного кабинета Белла мы оказались в мире, где телефоны стали незаменимыми спутниками, открывающими захватывающие возможности на каждом шагу. Что же нас ждет дальше в мире высоких технологий и связи? Развитие идет настолько стремительно, что можно лишь гадать, какие еще удивительные открытия ожидают нас за углом. Влияние на мир. Телефон стал катализатором информационной и научно-технической революции 19 и 20 веков, закладывая фундамент для массовых перемен. Впереди был целый век невероятных открытий, и телефон оказался первым шагом к более сложным формам телекоммуникаций. Однако его влияние было не изолировано. Вместе с телеграфом и радио телефон стал частью новой коммуникационной эпохи, революционизировавшей связи между людьми и континентами. Если раньше деловые переговоры могли затянуться на недели, с появлением телефона обмен информацией приобрел небывалую скорость. Компании смогли эффективнее вести свои дела, мгновенно получая важные сведения. Это ускорение процессов положительно повлияло на всю торговую систему, хотя не все составляющие сделок стали мгновенными. Телефон улучшил качество делового общения, но многие аспекты бизнеса, такие как логистика, остались чувствительными к иным факторам. Политическая арена также изменилась. Хотя телефон сам по себе не мог предотвратить войны, он обеспечил лидеров новых возможностями для установления дипломатических отношений и быстрого урегулирования конфликтов. С его помощью стали возможными телефонные переговоры на расстоянии, что способствовало более тесному международному сотрудничеству. Массовый доступ к телефонной сети, начавшийся в конце 19 века, способствовал уменьшению информационной изоляции удаленных регионов. Телефон придал новый импульс культурному обмену и содействовал распространению достижений. Хотя многие проблемы социального и инфраструктурного характера оставались нерешенными, телефон стал важной вехой в процессе интеграции регионов в общий информационный поток. Во многом сетевая интеграция стран через телефонные связи способствовала глобализации. Однако стоит понимать, что это был лишь один из множества факторов, обусловивших столь обширные изменения. Телефон сыграл ключевую роль, но в единой коалиции с другими продвижениями науки и инженерии. Сегодняшние смартфоны, объединившие возможности телефона и компьютера, а также развитие интернета, стали еще одной фазой эволюционного скачка. Это не просто порождение телефонной эры, но и выражение более широкой информационной революции, изменяющей принципы связи. В медицине, науке, образовании и других сферах мгновенный обмен данными становится важным фактором, который будет играть решающую роль в их дальнейшем развитии. Каждый новый технологический виток открывает перед человечеством уникальные возможности и формы взаимодействия. Мифы и правда. Телефонное изобретение обросло мифами и загадками, которыми оно окутано до сих пор. Начнем с ошеломительного факта. Первым, кто задумывался о передаче голоса по проводам, был Антонио Меучи. В середине 50-х годов 19 века он случайно услышал крики пациента при испытаниях с электрошоком через провода, что вдохновило его на эксперименты. Несмотря на значительное влияние на технологию, из-за финансовых трудностей он так и не смог оформить полноценный патент. Спустя годы, уже в 1876 году, Александр Белл получил патент на телефон. Это стало возможным благодаря его и его команды систематическим исследовательским усилиям. Хотя Белл запатентовал телефон, важные заслуги Меучи официально признал Конгресс США лишь в 2002 году, обозначив его как пионера в этой области. Существует и другой ипостась у мифа. Ходили слухи о том, что телефоны могли передавать мысли или даже втягивать разговоры, которые звучали в линиях. На самом деле это лишь отражало страх и недоверие людей к новой технологии. История о полномочиях телефонов просто подогревали мистику вокруг инноваций, в то время как настоящие проблемы касались вопросов приватности и безопасности связи. Так или иначе, изобретению Белла суждено было изменить мир. Споры о приоритете патентов и первенстве шли острыми клинками, и одним из его оппонентов стал Элиша Грей, подавший заявку на патент в тот же день, что и Белл. Эти переплетения судеб усилили драму вокруг становления телефонной эры. Подобные мифы и споры добавляют шарма и интриги в сложную историю телефонного прогресса. Возможно, углубившись в историю, мы найдем еще больше удивительных и малоизвестных эпизодов, которые помогут понять, насколько глубокие корни у этого технического чуда, изменившего наше восприятие мира. Что же еще таит в себе история одной из самых значительных технологических революций? Телефонная сеть будущего
Будущее связи обещает перевернуть наш привычный мир. Ведущие умы уже строят прогнозы о сети следующего поколения. Шестое поколение или 6G, которое обещает перенести нас на новый уровень взаимодействия. Это не просто скорость, превышающая все, что прежде существовало. Это концепция умных городов и интернета вещей, где устройства будут общаться друг с другом и с пользователями без нашего участия. Хотя официальные стандарты еще не утверждены, перспективы захватывают дух. В области безопасности связи лидирующие позиции занимает квантовая связь. Основываясь на квантовых принципах, таких как запутанность, она предлагает уровень защиты, недоступный традиционным методам. Пока достижения ограничиваются опытными проектами, способными передавать данные на 100 и более километров, это направление сулит революцию в защите информации. Одна из амбициозных задач — это создание глобального спутникового покрытия. Уже сегодня спутниковая телефония стремится уменьшить цифровой разрыв между цивилизованными и удаленными регионами, приближая нас к времени, когда каждый уголок мира будет доступен для общения. Хотя полностью глобальное покрытие еще в будущем, к нему ведут текущие разработки. Управление устройствами посредством мыслей — развивающееся направление, которое из сферы научной фантастики перемещается в лаборатории. Работы над нейроинтерфейсами идут полным ходом, хотя пока они остаются в экспериментальной фазе. В будущем они могут поменять наше взаимодействие с техникой. Телефоны остаются на передовой этих изменений. От первых звонков Белла до сегодняшних смартфонов технологии продолжают удивлять нас новыми возможностями. Предстоящее открытие, кажется, готово перевернуть наше представление о связи. Какими будут следующие шаги на этом захватывающем пути развития? Технологический прогресс всегда готовит сюрпризы, и кто знает, какие из них ждут нас за углом.